Всем привет! Сейчас мы находимся на Аллее Героев, и сегодня мы посмотрим два проекта компании Метрополь. Это Овал и Куб. Поехали! Что у нас вообще по виду? Получается, там Аллея Героев. Давайте посмотрим. Договорились на 5-й, идем на 7-й. Море на ладони, боковой вид на море. Еще посмотрим сейчас на стадион и посмотрим на город, на Беля-Бусаридзе. И, в принципе, сегодня достаточно. Тут по-любому будет коммерческое помещение. Вот, ресепшн и так далее. Но что где именно пока расположено, мне неизвестно. Мы в Овале. Это какой будет этаж? 10-й? Ух ты! 28-й. Да, супер. Итак, мы хотели посмотреть на стадион. Ёлы-палы. Солнца много, правда. Но здесь мы футбол, конечно, не увидим. Тут горы классно видно. Вот мы в него заходим, вот санузел, вот получается комната, осторожно, и вот это вот балкон такой витиеватый, угловатый. Получается, это номер формата 1+1, и вот дополнительная комната. Она, конечно, такая, ну, с одной стороны классная, потому что нетипичная, но для жизни немного неудобная, я бы сказал. Так, и с той стороны виды на Аллею Героев. Мы смотрели с куба. Правда, 7-го этажа. Вот, море классно видно, да. Слушай, а он не такой уж и большой, этот Овал, да? Так быстро его достроили, хотя он по площади застройки больше, чем Куб. Они сейчас и Куб быстро возведут. Не знаю, вообще тут просто котловой метод распределения прибыли. Что это значит? Что прибыль распределяется равномерно между всеми номерами. То есть отель заработал энную сумму, и она равномерно по всем номерам распределилась там, по их собственной системе. И дело в том, что если можно было купить помимо номера что-то меньшим объемом, условно там, я не знаю, 1 квадратный метр, либо просто санузел взять, то, в принципе, для меньших инвесторов категории это было бы тоже разумно, потому что прибыль распределилась на них как, не знаю, акции каких-нибудь компаний. Поэтому я так и пошутил, что если бы была бы возможность купить туалет, я бы его купил. А на целый номер бюджет намного выше. Но в целом сейчас есть потрясающие условия, о которых я расскажу в конце видео. Ну что, погнали, давайте посмотрим презентацию. Вот он, Куб и Овал by Метрополь. Овал находится ближе к стадиону на рендерах. Куб он ближе к морю. Расстояние между Кубом и Овалом примерно 100 метров.
На рендерах все видится красиво, но и как бы сюрреалистично. Но на самом деле между ними находится другое здание, Аллея Палас или Пелос. И вот она, улица Аллея Героев здесь идет. Вот, с этой стороны Беля Бусыридзе. Вот еще один кадр. С высоты сделан как раз стадион, хорошо видно. Ночной снимок. Вот здесь у нас Орби открывается. Визуально оба комплекса очень красивые. Итак, что вообще это за проекты? Как я говорил ранее, это проекты чисто для инвестиций, то есть жить здесь нельзя. Поэтому это стоит учитывать. По целевой аудитории они сделаны конкретно под каждую целевую аудиторию. То есть овал, он больше рассчитан для релакса, для досуга, для отдыха. А куб, он ориентируется на бизнес-аудиторию, на предпринимателей, на проведение комфортных деловых встреч, корпоративного использования и так далее. По сегменту овал – это премиум сегмент, а куб он более лучший, то есть это такой бизнес премиум. По базовой информации, куб 42 этажа, 332 юнита, включая 80 отельных. Что это значит? То есть 80 отельных это будет вот под управлением компании Royal Tulip, пятизвездочного бренда нидерландского, который входит в холдинг Lower Hotels. Эту информацию всю детально вы можете найти в интернете. Они будут управлять как раз кубом и овалом Метрополь. Вот. И именно под отельными номерами в кубе будет именно 80 номеров отельных. Все остальные это будет от аффилированной компании, тоже от Royal Tulip. Вот. Но это больше будет как апарт-отель. Поэтому по 6-й этаж, по правому цоколю, вот здесь будет управляющая компания Royal Tulip, все остальные апартаменты. В кубе здесь в основном 8-10 апартаментов в зависимости от балкона. Как вы видите, вот здесь они визуально, первый и третий кубик куба, они побольше, нежели второго. И оба проекта сдаются в декабре 2027 года. По овалу здесь 34 этажа, 523 юнита, включая 100 отельных, да, Royal Tulip, они будут находиться с 5 по 9 этаж, с 1 по 4 этаж находится инфраструктура, а все остальные также под аффилированной компанией от Royal Tulip. Компания, кстати, Royal Tulip уже был подписан договор с представителем Royal Tulip, с Джорджем Шредером 10 июня 2023 года. Всю эту информацию можно также почитать в открытых источниках, на презентациях самой компании Метрополь. А мы идем дальше. По фишкам проекта. Что стоит отметить? Как я говорил ранее, что это инвестиционный проект. Здесь мы как раз инвестируем в отельный бизнес. И что самое важное для инвестора, это то, что кто и будет управлять этим бизнесом. Как я сказал, здесь будет пятизвездочная брендированная компания, и она будет заниматься вашим отелем. Это очень важно, потому что не раз можно было смотреть на такую практику, что отели, скажем, которые находятся не в топовых локациях, на какой-нибудь окраине, но с хорошей управляющей командой, показывал эффективность работы, скажем, акционерного, да, капитала собственников отеля более эффективно, нежели, допустим, отель, который находился в топовой локации и с бездарной управляющей компанией. Поэтому здесь и будет в этом отеле и топовая локация, и брендированная управляющая компания. Также здесь немаловажно будет котловой метод распределения прибыли. Это тот метод, когда общая прибыль собирается в один котел и потом распределяется равномерно между всеми собственниками данного проекта, либо куба, либо вала. Такая система, я считаю, более цивилизованная, более удачная, нежели, допустим, индивидуальная система распределения прибыли, где каждый номер сдается поочередно, потому что котловой метод позволяет избежать, скажем, человеческого фактора, когда некий абстрактный сотрудник может просто не сдать ваш номер или по каким-либо причинам другим не сдать его. Котловой метод позволяет избежать этого человеческого фактора. Плюс у инвестора будет свое юзер-френдли приложение, да, очень удобное, где можно посмотреть, сколько раз сдавался апартаменты, какие были стоимости. Также можно будет вывести деньги с приложения там, на банковский счет и так далее, и так далее. Что еще очень важно для инвестора, да,
Вообще первое правило инвестиций – это не потерять деньги, то есть надежность инвестиций, надежность застройщика проверяется уже теми комплексами, которые были ранее сданы. Об этом мы тоже поговорим, то есть овал, куб у компании Метрополь, они не первые. И еще я вот для себя выделил, это вот покупка апартамента за 80% от стоимости, остальные 20% после получения ключей. То есть тут имеется в виду, что вы покупаете его не то, что за 80% остальное не платите, нет. 20% вы можете единым платежом заплатить в конце, да, когда номер уже будет, ну, комплекс вообще полностью будет сдан в декабре 2027 года. Вы сможете заплатить этим единым платежом. Либо же выйти на ипотеку и сдачей номера в аренду, да, от управляющей компании, вы сможете перекрыть расходную часть по ипотеке. То есть такая стратегия тоже существует. Двигаемся дальше. Вот как раз мы говорим про застройщиков. Эти проекты в Тбилиси у компании Метрополь. Вообще компания Метрополь была основана в коллаборации Premium Group. Метрополия была основана в 2022 году, Premium Group пораньше. Вот, соответственно, они в Багебе построили, Артачала, на Кавторадзе сейчас у них строится проект. Другие объекты застройщика именно в Батуми. Это объект Steps. Он уже работает, функционирует. Сейчас уже можно прийти туда, заселиться, да, посмотреть, как изнутри работают вообще комплексы компании Метрополь Premium Group. Примерно плюс-минус можно ожидать такого же от Куба и от Овала, потому что это тоже инвестиционный проект. Тоже премиум сегмента, там тоже развита инфраструктура, есть чем сравнить. И есть еще у застройщика сейчас в портфеле проект The Parallel, параллель, другими словами, который находится недалеко от Кубы, от Овала, со стороны улицы Двеля-Бусыридзе, напротив стадиона. Вот здесь даже на слайде выглядывает краешек стадиона. Но это уже жилой проект, но на нем тоже можно будет заработать, правда, только на росте капитализации, там управляющей компании не будет. Классные проекты с пентхаусом, высотные, между ними тоже находится здание сейчас, Акрон так называемый. Можно войти с 5% первого взноса. Вообще есть разные варианты условий покупок. Мы их подробнее там обсудим уже с вами в конце видео. А сейчас поговорим уже про локацию, где находятся эти самые объекты. Локация – это Аллея Героев. Это самый классный район Батуми, один из самых динамично развивающихся. Это некая точка притяжения всех туристов. Это район небоскребов, очень развитой инфраструктурой. Сейчас можно увидеть, что здесь раньше было, да, точнее, что чего не было раньше здесь. Вот, посмотрите на Аллее Героев предыдущих лет. И то, что вот стало сейчас, да, то есть мы видим уже полностью построен Орби Сити, хотя вот здесь у них второй блок, он только строится. С этой стороны вот Рамада уже построена, Альянс Пэлас, и вот в этой же локации, да, на Аллее Героев будет стоять сам Куб и Овал по правую сторону, набережную, поющие фонтаны. Здесь очень классно гулять ночью, когда все мерцает красивыми огнями, визуально очень красиво. Здесь сделали такие мостики по Аллее Героев. Здесь очень красиво, поэтому Метрополь явно выбрал хорошую локацию для Кубы и для Овала. Переходим к инфраструктуре. Каждый комплекс включает 100 машинных мест. Про инфраструктуру каждого комплекса мы сейчас поговорим более детально. Хотелось бы просто отметить некоторые моменты такие, что сам комплекс будет сдан одновременно с самой инфраструктурой, то есть она не будет сдаваться отдельно. Это очень важно. Вообще в каждом комплексе также будет два ресепшена, два отдельных входа, потому что будет именно как ресепшен для апарт-отеля, один для отеля от Royal Tulip, чтобы гости не пересекались между собой, чтобы это было все удобно. И вся эта инфраструктура, которая доступна в этих комплексах, она будет доступна как и для жителей отеля, так и для жителей апарт-отеля. По Кубу в комплексе предусмотрена развитая инфраструктура для комфортного проживания, такая стандартная, 5-звездочного отеля, то есть ресепшн, лобби, ресторан, лаунж-зона, читальный зал, что вот из таких уникальных моментов: панорамная терраса на высоте 133 метра, вертолетная площадка,
Она пока что есть в проекте, но мэрия не подтверждена, но я надеюсь, что ее подтвердят, потому что вертолетная площадка будет очень круто. Мне такое нравится. Фитнес-центр, конференц-зал, бассейн, тоже такая стандартная. Кстати, по инфраструктуре можно сказать, что это будет 6 этажей. Вот здесь раз, два, три, 4 этажа, плюс вот 5, 6, это будет сама инфраструктура. И вот по этой части, по правой цоколе, будет находиться как раз 80 отельных номеров от Royal Tulip. По кубу мы поговорили, теперь вот про овал. В комплексе предусмотрено больше уже для отдыха, да, для досуга. Если, допустим, в Кубе были конференц-залы, коворкинги, то есть они такие будут большие для проведения больших презентаций, да, для переговоров, то овал, он больше подходит для отдыха, и там уже добавляется винотека, кинотеатр, ресторан, лаунж-зона, что примечательно, будет оздоровительный центр, фитнес-центр и казино. По коммуникациям стандартно водоснабжение, водоотведение, электроснабжение включает в себя подключение к городским сетям с резервным питанием через генераторы или аккумуляторные батареи. Будет комплексы оснащены современной системой вентиляции для циркуляции воздуха и для здорового микроклимата в помещениях. Комплекс газифицированный, то есть отопление тоже газифицированное, в номерах будет секционные радиаторы, которые обеспечивают равномерный нагрев комнаты до комфортной температуры 22-24 градуса по саннормам, и будет еще кондиционер. Что касательно конструктива здания. Сам Куб Овал находится недалеко от моря. Расположены, да, они недалеко от моря, сами здания не маленькие, высотные, и находятся они на болотистом грунте. И из-за сложности геологических моментов было принято решение застройщикам сделать комбинированный фундамент, то есть сваи для обеспечения устойчивости в глубине и бетонная подушка для стабилизации верхнего слоя. По сейсмоустойчивости здесь 8 баллов по шкале Рихтера, что в целом обеспечивает высокую степень защиты от землетрясения. Также было сделано усиление конструкции железобетоном и антисейсмическими амортизаторами. По площади застройки овал побольше куба. Куб 3769 квадратных метров, а овал 4169 квадратных метров, если верить выпискам. Монолитно-каркасная технология строительства, по перегородкам блочная кладка из пеноблока, что в целом является практичным решением и экономически выгодным, да, в условиях реалиях влажного Батуми. Вот. Но также работа будет зависеть и от отделки, да, то есть гидроизоляции, штукатурки. Но в целом вся работа проверяется компанией не только Метрополь, но и Royal Tulip. Я думаю, там работают люди грамотные. Кровля, перекрытие, особо здесь сказать нечего, все делается по высшим стандартам. Если по фасаду говорить, то стоит обратить внимание, что овал будет сделан стеклянный фасад, что добавит отличное естественное освещение, а комплекс Куб облицован алюкобондом. Теперь переходим к планировкам. Начнем с Куба. У Куба немного, скажем так, они отличаются, планировки. В целом план этажа, он в целом одинаковый, просто немного меняется для динамики, скажем, визуальной части самого куба. Если мы говорим просто конкретно про него, то мы что можем отметить? Во-первых, одна лестница на плане этажа и 4 больших лифта. Это будет либо Kona, либо Mitsubishi. Пока что лифты там не установлены. В основном здесь one-bedroomные апартаменты, либо же большие студии от 50 квадратных метров. Есть студии и поменьше, примерно там 33-34 квадратных метра. Сейчас на экране мы можем увидеть такую вот типичную студию квадратную. Я таких студий разве что видел в каких-то голливудских фильмах. Впервые вижу вот в Кубе, в реальности. В фильме «Деньги не спят» Гордона Гекка приходил Шайа Лабаф, там у него как раз открывалась такая большая квадратная
квартира, комната, тоже open space. Здесь, конечно, студия поменьше и больших панорамных окон таких нету, но в целом очень похоже все. То есть мы заходим, здесь большая двухспальная кровать находится с прикроватными тумбочками по правую руку, по левую здесь санузел, рядом с ней находится кухонный гарнитур, столик, то есть как бы уютненько, ничего лишнего. Дальше есть вот варианты формата 1+1, очень похожи как раз на ту студию, да, которую мы смотрели в Кубе. Единственное, что они как-то вот интересно так спрятали санузел, вот здесь мы заходим, слева на санузел расположен, и просто огородили, как будто бы отдельную комнату сделали, да, двуспальной кровать. Мне в целом такое не очень нравится, но если говорить про положительные моменты, что здесь есть такие вот обтекаемые углы, вот, они как бы визуально так украшают само здание. И, конечно же, можно выйти на этот балкон из самой студии, да, и из комнаты. Так, теперь по овалу. В овале в основном это студии, причем студии маленькие, 31 метр, 33 метра, 34, 35. И по бокам есть one-bedroomные апартаменты. Здесь вот one-bedroomные, здесь. Но в основном вот мы видим только студии. Вот как раз такая типичная студия в овале. То есть мы заходим с правой стороны санузел, кухонный гарнитур с навесными шкафами для посуды. Здесь стоит кухонный столик, барная стойка, двухспальная кровать. То есть обычно типовая студия и с выходом на балкон. Если мы уже рассматриваем от формата 1+1, то как раз та же самая студия, разница лишь только в том, что здесь вместо вот, скажем так, маленького кресла тут уже такой диван полноценный с журнальным столиком располагается. А если мы смотрим еще вот отдельную комнату, то тут просто она такая вот треугольная, интересного дизайна. Не знаю, насколько интересно будет в ней жить. Вот. С них также есть выход на террасу с каждой стороны. Вот. Причем она такая очень большая, округленная, визуально смотрится интересно. По отделке и состоянию этих апартаментов можно купить в зеленом каркасе, в отделке премиум и под ключ. Чем они между собой отличаются? Если мы говорим про цену, то основная цена вот зеленого каркаса по премиум, разбег где-то в $400 на квадратный метр. Это вот на момент записи этого видео, может быть, все, что может поменяться еще. Что входит в основном в этот ремонт? Это напольное покрытие, плинтус, вот мы видим как раз секционный радиатор, сделаны розетки, в целом вообще разводка электричества сделана, также готова кухня и санузел. И если мы говорим с ремонта, с отделки премиум под ключ, там уже где-то цена разбег $200-250 на квадратный метр. Тут добавляется вся техника и мебель. Как я и говорил ранее, Куб и Овал – это те инвестиции, которые служат для пассивного дохода, то есть для сдачи в аренду от управляющей компании. Соответственно, в состоянии под премиум и зеленый каркас в аренду сдать вы его не сможете. Поэтому вам нужно будет покупать либо сразу под ключ, либо впоследствии делать ремонт самостоятельно. Ремонт самостоятельно нужно будет делать именно под регламенту и по стандартам компании Royal Tulip. Сделать такой ремонт самостоятельно, я думаю, что вам обойдется дороже, чем застройщику, потому что застройщик, как правило, имеет возможность купить те или иные вещи и материалы по более хорошей и выгодной цене. И единственная лишь причина, почему стоит покупать в состоянии зеленый каркас или под премиум, это то, что у вас сейчас, допустим, условно не хватает некого бюджета для покупки под ключ. Либо же вы рассматриваете перепродажу в зеленом каркасе. Вот. Кстати, перепродажа доступна от 50%. Во всех остальных случаях я рекомендую взять, конечно, сразу готовые под ключ. Поговорим про цифры. Проанализируем инвестиционную составляющую и рассмотрим условия приобретения. В качестве примера я взял несколько апартаментов из комплекса «Овал». Также бегло пробегусь по ценам комплекса «Куб», чтобы оценить рентабельность, доходность, окупаемость и другие ключевые параметры для инвестиционного анализа. Вся информация актуальна на момент записи видео. Начну с первого примера. Первый пример – это угловой апартамент номер 2001 в комплексе «Овал».
Его площадь составляет 72,9 квадратных метра. Он находится на 20 этаже и предлагает виды на горы и стадион. По стоимости. По стоимости все зависит от системы первого взноса. Вообще система простая. Чем выше первый взнос, тем ниже цена на квадратный метр. Также важную роль играет и состояние апартаментов. Например, премиум ремонт предлагает, если мы рассматриваем цену на квадратный метр, то ориентировочно его цена на квадратный метр дороже на $400, чем вариант зеленый каркас, и на $200 дешевле, чем вариант под ключ. Давайте подробно остановимся на варианте под ключ. Его примерная стоимость составляет $198 725. Почему примерная? Потому что к моменту завершения строительства, к 2027 году, к декабрю 2027 года, необходимо по договору будет внести обязательную доплату $3000 за текстиль и посуду, что увеличит стоимость данного апартамента до 201 725. Компания Метрополь предоставила файл доходности по стандартному апартаменту формата 1+1 площадью 66 квадратных метров. И мне очень нравится, как здесь изложена вся информация. Давайте рассмотрим ее более детально. В этом файле мы можем увидеть, что здесь отображен уровень заполняемости отеля по месяцам, что помогает увидеть сезонность и потенциал доходности отеля. Также в этом файле отображены и другие ключевые показатели, такие как доходная часть, расходная часть и все остальные аспекты. Примерно так выглядит эта структура. Обратите внимание на расходную часть. Здесь $2 распределяются на квадратный метр в месяц. Это стандартное обслуживание данного комплекса. Также важно отметить, что общая прибыль отеля распределяется в соотношении 60/40 в пользу инвестора. Что важно отметить? Какой важный момент здесь? В эти 40% входит не только налог, коммунальные услуги, клининг и фонд оплаты труда, но и также это привлечение клиента. То есть отель не просто представляет из себя как некий консьерж-сервис, не просто функционирует как обыкновенная ночлежка, а он занимает проактивную позицию в поиске и заполнении отеля, в поиске клиента и заполнении этого отеля. Это очень важные параметры, которые стоит учитывать. Давайте с вами посмотрим теперь на саму доходность. Я создал некую таблицу, которая имитирует файл доходности застройщика. И здесь при данных, которые я введу вместе с вами, мы можем получить тот или иной результат. Для начала нам нужно предопределить саму цену на этот номер. В данном случае стоимость покупки будет $201 725. Площадь 72,9 квадратных метра, 1+1. Это формат 1+1 в комплексе овал 2001, что мы рассматривали ранее. С этими цифрами также мы можем поиграться, и я даже могу, например, взять некие более низкие показатели, чем предложил застройщик. Например, в январе мы поставим уже не 35%, а пускай 25%, и посмотрим, как это будет отражаться на общей прибыли. Вот здесь мы видим 28 890. Допустим, поставим 25%, и прибыль уменьшается. Допустим, мы предположим, что в январе заполняемость будет 25%, в феврале может быть 20%, то есть еще меньше. В марте тоже будет 20% заполняемости, что может быть в принципе более реальным. В апреле заполняемость, пускай останется на 40%. В мае она возрастает до 50%, в июне 65%, 85% в июле и в августе 95%, так как это два самых убойных месяца сезона, июль и август. В сентябре 75%, она немножко заполняемость падает, по логике, в этот бархатный сезон. В октябре 45%, в целом похоже. В ноябре уже чуть поменьше, 35%. Ну и в декабре давайте поставим 30% заполняемости. Из этого всего мы можем выяснить среднюю заполняемость отеля 49%.
Я в целом также предоставлю этот в закрепе файл с расчетами. Вы тоже сможете его скачать, поиграться с этими цифрами, если вдруг ваши прогнозы отличаются от моего. Дальше, цена за ночь. Ну, в январе сдать 1+1 за $135, ну, не знаю, давайте поставим хотя бы там, ну, $105 сами за ночь. Дальше, в феврале пускай там $100. В марте, ну, давайте $110 за ночь. В апреле $115. Я, честно, вот беру просто более низкие показатели, не знаю, сколько это может стоить на 28 год, да, на январь 28 года и на май 28 года. В июне уже цены растут, ну давайте также оставим 150, 150, в июле 165, в августе 175, в сентябре 160. Ну, в декабре, мне кажется, 135 это слишком много, давайте тоже поставим хотя бы $100 и получим среднюю цену за ночь, это $133.33, что дает общую доходность в размере 26 035 долларов. Теперь по расходной части. То есть из этой суммы 26 035 долларов 40% составит 10 414 долларов. То есть это идет в пользу управляющей компании. И $1749 это обслуживание. Оно считается очень просто, то есть мы берем 72,9, умножаем на 2 и умножаем на 12. Итого мы суммируем все эти расходы, получаем общие расходы $12 163.70, вычитаем из общей прибыли и получаем чистый net profit, да, чистую прибыль $13 871.55, что от нашей суммы инвестиций в 201 725 составляет всего 6,88% рентабельности или 14,5 лет окупаемости. Как бы не очень много, да? Давайте теперь сравним со следующим вариантом, да, в овале. Это номер 2006, это студия. Здесь тоже есть несколько вариантов от компании Метрополия. Она предоставляла файл доходности. И я сделал некую такую же имитацию для себя. Сам номер 2006 также предоставляется в разных состояниях каркаса. Можно купить в зеленом, премиум ремонте, под ключ. В этот раз я не буду особо уделять внимание, просто разберем вариант под ключ стоимостью 86 664 доллара. $86 664 я пишу стоимость покупки, да. Здесь, опять же, можем посчитать площадь. Тут уже у меня указано 34,5 квадратных метра. Ну, давайте заполняемость тоже поставим тут 30. В феврале 25 оставим, в марте 25 оставим, в апреле тоже 25 оставим, в мае 50. Ну, давайте 40 поставим, в июне 65. И все оставим как есть. Ну, в декабре разве что 30 поставим. Так. 46% заполняемости у нас получилось в среднем на номер. При цене, ну, $90, мне кажется, это слишком много в январе, это too much. Хотя на то время, с учетом темпов инфляции, может быть, даже и будет. Ну, давайте возьмем 80. Здесь 70. И здесь 70 в марте. В апреле 80. В мае 95. Ну, давайте все остальное оставим как есть. И получается у нас чистая прибыль 17 тысяч. Расходная часть по обслуживанию на $2 это $69 в месяц, что в год равняется $828 выходит. И при расходной части 40% на управляющую компанию 6800 мы получаем прибыль $9372.30, что от стоимости инвестиций 86 664 доллара у нас получается 10,81 рентабельность или почти 9 лет с небольшим, с хвостиком лет окупаемости. Так, это мы прошли по студии 2006 овалу. И теперь бегло пробегусь выборочно по вариантам, которые предоставляет куб.
Я здесь взял несколько вариантов, как студий, так и one-bedroomных. Посмотрим сначала доходность. На 35 квадратных метров таких уже не осталось на остатках компании. Ну вот, допустим, Studio Plus One, да, на 50 квадратных метров. 13 265 доходность. 13 265 он может нести. 50 метров, ну, здесь вот есть 52,2. Давайте возьмем самый дешевый, что он может предоставить. Так, 131, 126. Да, 131, 126. 131 126 долларов. В данном случае рентабельность получается 10,12%, а окупаемость 9,89 лет. И вариант one-bedroomный. 59 квадратных метров. Здесь доходность 15 478 долларов. Сколько у нас one-bedroomный стоит? Самый дешевый 144 440. Ну, плюс-минус рентабельность такая же. 10,72%. Итак, мы с вами рассмотрели доходную часть по проектам Куб и Овал. Поговорим о капитализации. На экране вы видите слайд из презентации застройщика, где они прогнозируют рост до 50% с момента начала продаж с марта 2023 года до конца декабря 2027 года. Этот рост составляет 50%, но так как мы покупаем сейчас на стыке 2024-2025 года, то максимум, что следует ожидать, как я считаю, это 25%, ну максимум 30% плюсом от той цены, которая сейчас уже есть. Поэтому давайте сложим один показатель с другим, определим примерную стоимость номера к моменту сдачи в эксплуатацию комплекса. Это даст нам более точное представление потенциальной капитализации. Все эти расчеты вы также сейчас можете увидеть на экране. То есть я взял просто данную стоимость продажи на сегодняшний момент и умножил их на 1,3, то есть плюс 30%. Вы посмотрели мое видео, вы пошли к застройщику, купили апартамент, ну или собираетесь его купить, и вот вы как раз на подписании договора. Давайте посмотрим эту юридическую составляющую. Я не юрист, но уже не один договор купли-продажи я видел с разными застройщиками. Некоторые статьи по договорам, они совпадают. Поэтому давайте просто пойдем по пунктам и сразу подсвечу, на что можно обратить внимание. В принципе, что важно, это обязанности сторон и сроки. Некоторые застройщики, например, их не прописывают. В данном случае все хорошо. Вот у нас указан декабрь 2027 года, да, информация о строительстве и сроках сдачи гостиничных апартаментов покупателю. На что стоит обращать внимание? Вообще, конечно же, иметь лучше своего юриста, да, который проверит все эти детали, согласует, да, с застройщиком, утрясет различные моменты. Но если вы любите вдаваться в детали, да, хотите сами со всем этим познакомиться, я некоторые моменты подсвечу. Пойдем по порядку. Здесь, в принципе, застройщик тоже их как бы уже подсветил, выделил красным цветом, и все тут, в принципе, прозрачно. Что стоит отметить, так это вот, например, то, что пункт 3.8, о котором я разговаривал ранее, да, вот условно, если вы покупаете в состоянии зеленого каркаса или с ремонтом премиум на перепродажу, тут этот момент стоит согласовывать уже с компанией Метрополь. Конечно, у вас уже должно быть больше оплачено 50% от стоимости, если вы купили в рассрочку и так далее. Что стоит еще отметить? Вот, например, интересный такой пункт 4.2 по соглашению сторон 25% от общей стоимости.
предмет купли-продажи считается суммой задатка гарантии. Интересно, что в статье 4 цена купли-продажи, порядок уплаты и последствия неуплаты застройщик красным цветом не подчеркивал. Вот, но это немаловажно. Тут говорится о том, что если условно вы уже оплатили, скажем, 50 тысяч, да, с учетом первого взноса и рассрочки за данные апартаменты, и тут понимаете, что дальше платить вы не можете, вы пишете застройщику об этом, и он вам возвращает из этих 50 25 тысяч, а другие 25 тысяч он забирает себе. Да, это если, допустим, стоимость номера стоила, скажем, 100 тысяч долларов, и 25% от этой общей стоимости и как раз равняется 25 тысячам долларов. Вот статья номер 6, например, регистрация предварительного договора. Обычно, когда мы идем в юстиции, мы оформляем договор либо за полностью, да, как полный собственник, да, когда он оплатил единым платежом всю стоимость апартамента. Но чаще всего люди покупают апартаменты в рассрочку, и тогда они становятся будущими собственниками, то есть оформляются в юстиции как будущими собственниками. Как правило, при первом взносе 30%, да, от стоимости квартиры или апартамента, когда покупает собственник, его уже можно регистрировать в праве будущего собственника. Здесь же вот идет 40%, то есть выше, скажем так, стандартных пунктов по Батуми. Конечно же, тут форс-мажорные ситуации прописываются. В наше время никуда без этого. Так, я вместе с вами тут читаю договор. Что тут еще входит? Я так понимаю, вот пункт 8.2.2 это как раз об обслуживании данного комплекса, $2 на квадратный метр. Да, точно, это об этом. Плюс идет вот сейчас 60/40, это распределение прибыли, да, между инвестором и отелем, тоже выделено красным цветом. Спорные моменты, статья 9. Но здесь вот нули прописаны, при покупке тут будут ваши апартаменты. В принципе, договор типовой, небольшой, особо как бы тоже рассказывать больше нечего, но, конечно, все тут кроется в деталях, и поэтому, если у вас будет какой-то конкретный вопрос, скажем так, юридический, у меня есть знакомый юрист в Батуми, я могу также обратиться к нему с вашим вопросом, буду рад помочь. Пишите. Вот. А мы двигаемся дальше. Мы с вами обсудили несколько моментов, да, по этой презентации. И если вернуться с самого начала, я бы хотел просто подсветить такие моменты, что куб и овал, что я об них думаю. Ну, как я и сказал ранее, да, вот снова фишки проекта. Котловой метод распределения – это очень классно для инвестиций. Немного здесь застройщиков, которые практикуют именно котловой метод распределения прибыли. То, что это брендированная управляющая компания, что это топовая локация, то, что это можно купить за 80%, да, от стоимости, не тратя причем все свои деньги, то есть это можно даже купить в рассрочку, то есть войти 80%, да, в рассрочку, то что это топовая локация, что это надежный застройщик, который можно проверить, да, уже сейчас их работу. Как я сказал ранее, котловой метод распределения прибыли, брендированная управляющая компания, и эту инвестицию можно купить, инвестицию в этот отель пятизвездочный можно купить в рассрочку. То есть мы с вами считали вот по номеру, допустим, по валу, по студии, там первый взнос 20%, что-то порядка 17-18 тысяч долларов. То есть это относительно небольшая сумма, если вы занимаетесь инвестициями в недвижимость. Поэтому я бы выделил его
Я бы Метрополь явно бы рассмотрел в качестве инвестиций, так как сейчас я подумаю, что можно сказать. Поэтому, исходя из этих фишек проекта, да, из этих особенностей, надежности застройщика, я бы выделил Метрополь как хорошую возможность для инвестиций. И сейчас, пока еще цены хорошие, да, приемлемые, есть куда вырасти по капитализации, я бы рассмотрел на покупку. Если вам тоже откликается этот проект и вы захотите узнать больше, пишите мне, пожалуйста, в Telegram, я дам вам больше деталей. Ну, а для тех, кто любит скидки и акции, я решил оставить самую актуальную информацию в конце этого видео. Метрополь на все апартаменты Куба и Овала внедряет уникальную скидку 10% на все апартаменты, кто внесет первый взнос от 15%. Поэтому пишите, скидка ограничена по времени, буду рад вам рассказать больше. И вот мы возвращаемся снова на локацию. Сегодня мы рассмотрели два проекта Куб и Овал. Подписывайтесь на канал. Всем пока.